В августе 2020 года на базе учебно-тренировочного полигона Горенки в подмосковной Балашихе состоялся первый в истории группы компании Россети смотр-конкурс электрозащитных средств и средств защиты при работе на высоте. Смотр-конкурс сопровождала выставка инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты. Столь масштабное и насыщенное событиями деловое мероприятие организовано Центром технического надзора группы компаний Россети, компании Россети «Московский регион» и редакции журнала «Электроэнергия. Передача и распределение». Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, участники первого смотр-конкурса электрозащитных средств. Он первый и уже такой масштабный. Наивысшим приоритетом группы компании Россети является сохранение жизни и здоровья нашего персонала, который работает самоотверженно в любую непогоду, которая ликвидирует аварийные ситуации и которым нужно совсем мало времени для того, чтобы электроэнергия опять поступала на заводы, на фабрики и в дома наших жителей. Рад вас всех приветствовать на нашем полигоне Горенки. Нам выпала большая честь, компания Россети «Московский регион», принять здесь первый смотр-конкурс средств защиты. Мы считаем, что защита наших сотрудников – это самая, по сути, важная задача, которую мы решаем в процессе эксплуатации электросетевого оборудования. Но кроме средств защиты здесь представлены и инструменты для работы под напряжением. Будут показаны этапы, как эту работу выполнять. Мы должны своим людям выдавать именно качественную, эргономичную, легкую, удобную в применении продукцию и средства защиты. Очень хочу поблагодарить наших производителей, что они отозвались, что здесь есть очень много новейших разработок. Задача наша, как специалистов по направлению производственной безопасности, все это внедрять, быть неравнодушными, любить свою профессию, своих людей. Мы представляем здесь выполнение работ под напряжением. В настоящий момент у нас обучено 156 бригад для работ под напряжением на линиях 0,4 киловольта и 56 бригад для работ на линии 10 киловольт. Занимаемся, совместно с такими компаниями, как Альтек, Автодор Моторс, Центр работ под напряжением. То есть мы совместно разрабатываем автомобиль, который вы можете видеть у меня за спиной. Это наша совместная разработка, именно автомобиль для работы под напряжением на уровне напряжения до 35 киловольт. Также на выставке, как вы видите, представлено очень много сейчас уже производителей, которые выпускают инструменты для работы под напряжением. Ну и наш Заинский центр, который непосредственно проводит обучение. На сегодняшний день организовали производство уже здесь, в России, в Саратове, необходимых инструментов и снаряжения для работы под напряжением в сетях 0,4 киловольта и до 35 киловольт. Мы производим весь перечень более 150 типа размеров инструментов и снаряжения, штанг, средств индивидуальной, коллективной защиты. В общем, всего, что нужно для безопасного производства работы.
Технологию работы без снятия напряжения демонстрировали на линии 0,410 кВт специалисты компании Россети «Московский регион». С помощью многофункциональных изоляционных штанг компания «Энстарус» оперативно-ремонтный персонал может выполнять целый ряд операций, как непосредственно с земли, так и с использованием гидроподъемника. В этом году мы подписали соглашение с французской компанией CB Fameca. Это европейский лидер в сфере электрозащитных средств. Значит, мы планируем продвигать инновационные изделия для работ под напряжением и без снятия напряжения. Главным образом эти изделия будут применяться на линиях, выполненных самонесущими изолированными проводами и защищенными проводами. Также есть договоренность с нашими французскими партнерами, что в следующем году мы можем организовать сборку на наших производственных площадках либо в Подольске, либо в Дмитровграде. И хотелось бы отметить, что вот такое мероприятие, оно будет способствовать однозначно снижению травматизма, снижению поступления контрафактной продукции в электросетевой комплекс. Важным аспектом мероприятия стали демонстрации практического применения всех видов электрозащитных средств, инструментов, средств индивидуальной защиты и спецтехники. Мастер-классы проходили одновременно в нескольких демонстрационных зонах. Группа компании «Энергоконтракт» продемонстрировала целый ряд испытаний различных видов спецодежды. Сотрудники компании в защитных костюмах прямо на глазах зрителей подвергались воздействию электрического тока, проводилось тестирование интеллектуальных свойств смарт-костюма. Специальное снаряжение для работников электрических сетей «Экзоскелет» представила компания «Восток Сервис». Экзоскелеты облегчают труд персонала, который работает на складах или вынужден подолгу держать в руках массивный инструмент. Наша делегация приехала из ФАО «Россети» Северный Кавказ, то есть всех кавказских республик, для того, чтобы оценить те средства защиты, которые будут применяться нашими работниками. Потому что основная задача, как любого работодателя, чтобы его работники работали в безопасных условиях труда, чтобы соблюдали требования охраны труда и без средств защиты достойных, эргономичных, красивых, в том числе надежных. Работу эту представить нельзя. Вот здесь мы будем смотреть и выбирать, и оценивать те средства защиты, которые здесь представлены. Мы занимаемся разработкой и производством электрозащитных средств уже на протяжении более 25 лет. Наши изделия эксплуатируются в разных климатических условиях и география поставок от Калининграда до Владивостока. С юга, от южных регионов до крайнего севера. Можем продемонстрировать свои достижения техники, как говорится, и изделий, показать, что мы можем, посмотреть, что изготавливают в то же время и другие. Считаю, что мероприятие получилось очень полезным. Здесь именно в основном представлены изделия, именно целенаправленно на электробезопасность, в основном электро и работу на высоте. Опыт общения с нашими коллегами из Россетей дает нам очень много. В какой-то мере мы можем дорабатывать и усовершенствовать свои средства защиты от падения с высоты. Показать нашим коллегам новые инновационные решения, которые помогут им в дальнейшей работе. Для нас превыше всего это безопасность людей. И наше оборудование всегда идет на страже защиты здоровья человека. Наши системы всегда обеспечивали безопасность, и далее наши новейшие разработки будут также продолжать обеспечивать безопасность людей на высоте и опорах линий электропередач. Мастер-классы по снятию пострадавшего с тренировочной опоры 110 кВт демонстрировались с применением различных средств и технологий. Подъем на опору выполнялся с применением жесткой анкерной линии.
Группа компаний «Антракс» посвятила свое выступление цифровизации высоковольтных линий электропередачи, а именно технике установки индикатора короткого замыкания на ВЛ 110 кВт. Индикатор передает информацию об аварии в SCADA-систему, на монитор диспетчера и смартфоны персонала, тем самым помогает оперативно обнаружить место повреждения линии, в том числе в труднодоступных районах. Свою современную цифровую лабораторию представила компания Megger. Передвижная лаборатория служит для испытания, диагностики и определения мест повреждений кабельных и воздушных линий, трансформаторов, аккумуляторных батарей, поиска трасс, кабелей и трубопроводов. Все лаборатории оснащены многоуровневыми системами защиты персонала от поражения электрическим током во время проведения работ. Одновременно с презентационными мероприятиями специально сформированные команды экспертов на 5 этапах смотра конкурса оценивали качество и эксплуатационно-потребительские свойства более 200 образцов электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты. На основе слепых тестов были сформированы предложения и рекомендации для дальнейшего улучшения качества и функциональности продукции. Оценить качество электроизоляционных перчаток эксперты могли во время работы с оборудованием на смотре-конкурсе. Официальный дистрибьютор мировых брендов в области средств индивидуальной защиты компания Wolf-Russ предоставила возможность испытать перчатки на механическую стойкость. Во время обрезки веток деревьев перчатки защитят руки от уколов, царапин и других механических повреждений. На учебном полигоне компании Россети «Московский регион» демонстрировались наиболее распространенные ситуации воздействия электрического тока на человека. Оборудование полигона позволяет наглядно убедиться в опасности попадания под шаговое напряжение, приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям и касания поверхностей, находящихся под напряжением. В здании учебного центра состоялась презентация современных цифровых обучающих программ с применением технологии виртуальной реальности. С помощью VR-тренажера подготовка и аттестация персонала может проводиться в среде виртуальной реальности. Тренажеры будут полезны для приобретения профессиональных навыков и знаний, обучения работе с оборудованием, а также для отработки ситуационно-поведенческих моделей. Все представленные технологии обучения призваны повысить качество подготовки персонала электросетевых компаний и минимизировать количество несчастных случаев на производстве. Мы выставляем здесь свой стенд по работе на высоте, спроектируем наши компании для конкретной этой выставки и конкретной энергетической компании. Мы представляем помимо самого стенда свой учебный центр. Наша задача – показать безопасные методы приема плана работы на высоте для электротехнических компаний. На этом стенде мы собрали отдельными блоками подтипы оборудования, которые используются в энергетике. Здесь есть и ЛЭП, есть и опоры деревянные, здесь есть масляный трансформатор, портал. И все это соединено в одну электрическую сеть для того, чтобы можно было отрабатывать не только работу на высоте, но и работу на подстанции, работу с электрическими сетями. Новые возможности беспилотных летательных аппаратов для диагностики воздушных линий электропередачи были представлены компанией «Антракс». Квадрокоптер с уникальным программным обеспечением, без участия человека, совершая полет над линией, может сам выявлять дефекты и выдавать готовые рекомендации, на каком участке необходимо провести ремонт. Формат проведенного мероприятия был признан большинством участников наиболее представительным и наглядным с точки зрения охвата исследуемых вопросов, внимания к деталям, технических и профессиональных подробностей.